20 августа 2008 года. Мне 13 лет, мы всей семьей пришли на легендарный Гроздан, где молодежная сборная Армении принимала Турцию в рамках квалификации на Евро. Равная игра шла к минимальной победе турок, но в самой концовке случилось это. В конце марта сборная Армении до 19 лет сыграла с Турцией в ничью 1-1 на выезде в Анталии. И это та самая команда, которая до этого проиграла 11 матчей подряд с общим счетом 2-32. Команда, забившая 2 мяча за год, выходит и играет с турками абсолютно равный злой матч. И как итог, опережает их в таблице. 2023 год. Сборную Армении тренирует не армянин, но человек, который прекрасно понимает, куда он попал. Сборная в кризисе, терять нечего, поэтому матч с Турцией рассматривается как нужная встряска. Вызов, который подкинет команду на тот уровень, которого мы от нее требуем. Для наглядности, сборная Турции по стоимости состава — это Боруссия Дортмунд, а мы — Нюрнберг, Степа Макарчана. Дома мы играем на равных, забиваем первыми, но пропускаем 2. Проиграли, но встряска сработала. Побеждаем Уэльс и Латвию, а затем летим в Турцию уже закаленные. В Турции ожидаемо тяжело. По старой традиции трибуны полностью освистали наш гимн, но там освистывают даже минуту молчания, поэтому ничего особенного в этом нет. Соперник давил, но мы забили первыми. И как оказалось позже, мы не добыли ничью в том противостоянии, а упустили победу. И предсказать такой счет еще было возможно, а вот такой сценарий могли лишь самые безумные. Разные поколения армянской сборной в абсолютно разные годы объединяет одно — способность дать бой Турции, которая на бумаге всегда выше классом. Давайте разберем, как и за счет чего работает эта химия. Джордж Оруэлл в эссе «Спортивный дух» написал довольно жестко. Серьезный международный спорт — это война минус убийство. Оруэлл, конечно, радикален, но на дворе был ноябрь 1945 года. Его слова относились к турне московского «Динамо» по Великобритании. Начиналась холодная война. 2 враждебные идеологии сошлись на футбольном поле. Советские игроки прилетели в обстановке строжайшей секретности. Британская пресса называла их 11 молчаливыми мужчинами. Ну а на трибунах творилось безумие. Это был не спорт, это была геополитика в бутсах. Звучит как рубрика нашего канала, которой никогда не будет. Война минус убийство. Именно этот образ отражает то, что происходит на поле в этих матчах между Арменией и Турцией. С 1993 года между нашими странами нет дипломатических отношений, сухопутная граница закрыта уже 33 года, и десятилетиями между нами не было прямого авиасообщения. Анкара отрицает геноцид, и это предсказуемо. Печально другое. Сегодня часть нашего общества куда ближе к тому, чтобы все забыть, или вернее сделать вид, что ничего не было, чем турки к признанию. Когда на жеребьевке УЕФА из корзины достают шарик с надписью «Турция», для любой европейской сборной это просто тяжелый выезд. А для нас... Это одно из немногих мест, где 2 нации могут сойтись лицом к лицу. В качестве посредника кто-то вроде Даниэля Орсато, а дипломатия в стиле Вараздата Рояна. Здесь уже не важно, что по трансфер-маркету наша стоимость в 10 раз ниже соперника. Здесь важно только одно — кто мы и ради чего мы здесь. 2008 год — один из ключевых и очень сложных для армянского общества. Помимо политического кризиса и трагических событий, к которым мы еще вернемся, летом нашлось место и маленькому августовскому чуду. Такое количество болельщиков на нашу молодежную сборную не приходило ни до, ни после этого вечера. Легендарный Гроздан и от 12 до 15 тысяч компактно расположившихся болельщиков без особого труда освистывают гимн Турции.
Честно говоря, все указывало на то, что это единственная неприятность, которую мы способны им причинить. Ну, есть в составе 19-летний парень из Пюника, который через год перейдет в Донецкий Металлург. Но разве это предпосылка к тому, что матч окажется историческим? Помимо Мхитаряна, на поле были и другие будущие лидеры основной сборной Армении: Артур Едигарян, Карлен Макарчан и Геворг Казарян. Но чтобы не было иллюзий, у них в составе представителей Бундеслиги, у нас парни из молодежного состава московского Локомотива. Первый тайм проходит с небольшим преимуществом турок и даже голом из офсайда. Но в остроте Армения не уступает. Самый эстетский момент первого тайма — это фирменный пас Геворга Казаряна внешней стороной стопы и феноменальный обыгрыш от Ованеса Гуаряна. Это, кстати, тот самый случай, когда Локомотив-2 делает разницу. Красиво, остро, но безрезультатно. 0-0 к перерыву. Во втором тайме соотношение сил не меняется. По-настоящему опасно бывает у обоих ворот, но редко. Матч катится к справедливому штампу, игра до первой ошибки. По крайней мере, все выглядит именно так. 66-я минута. Грубейшая ошибка Симоняна, и со второй попытки турки открывают счет. Трибуны переходят в молчаливый шок. Шок длился ровно 1 минуту, потом случился всплеск. Не такой, как когда забиваем мы, другой, как бывает, когда зависишь от параллельного матча и там залетает в нужные ворота. У тебя на трибуне всегда есть люди, которые вскрикивают, потому что они следили в телефоне, и они видят этот забитый мяч, вскрикивают они и те, кто рядом. Причина на табло. Дело в том, что фамилия забившего в наши ворота футболиста — Дурак. И, как оказалось, для радости армянского болельщика этого вполне достаточно. Парадокс. Дальше с каждой минутой в воздухе будто назревало чудо, но на поле будто ничего на это не указывало. Появилась одна огромная проблема. Если до этого удавалось создавать моменты за счет пространства и быстрых переходов, теперь эта опция закрыта. Соперник радостно вручил нам мяч и присел всей командой к своей штрафной. У нас появился контроль, но испарились моменты. И все это до 89-й минуты. Штрафной удар за минуту до конца основного времени всегда выглядит как последний шанс. Гуарян подает, и Карлен Макарчан забивает. Это уже фантастическая развязка, но этот импульс настолько силен, что даже те, кто минуту назад не верил в ничью, теперь на нее не согласны, им мало. Но что еще может произойти за минуту до конца матча? Мхитарян примет мяч в центре в окружении троих соперников, феноменально развернется и через обыгрыш с Гуаряном пройдет пол Турции и забьет с левой в ближний угол. Շացնում է Մխիթարյանը, բայց ամեն ինչ բանի հաջող է Մխիթարյան, հապատ, գոլ! Ինչպիսի հրաշալի աղմուկ։ То, что произошло в тот вечер, это торжество характера и химии, которую способны выработать только люди, искренне объединенные одной мечтой. Генрих Мхитарян только через год перейдет в Донецкий Металлург, а потом полетит в космос. Едигарян, Макарчан и Казарян станут золотым поколением сборной Армении. А Ованес Гуарян, наколотивший в молодежном первенстве России 22 мяча, к сожалению, так и не получит карьеры, соответствующей масштабу его таланта. Но 20 августа 2008 года произошло чудо, где одна из главных ролей, безусловно, его. — 19 февраля 2008 года в Армении проходят президентские выборы. Действующий премьер Серж Саргсян объявляется победителем в первом туре, набирая приблизительно 52-53%. Оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном итоги не признает.
Начинаются круглосуточные многотысячные митинги. Люди разбивают палаточный городок, общество наэлектризовано до предела. А затем наступает 1 марта. Жесткий разгон, боевое оружие на улицах, 10 погибших. Кочарян вводит в Ереване чрезвычайное положение, армия в городе, цензура в СМИ, массовые аресты оппозиционеров. Страна треснула пополам. Позже ЕСПЧ признал действия полиции непропорциональными и нарушающими право на жизнь. Инаугурация Сержа Сарксяна проходит на фоне тяжелейшего кризиса легитимности. Спустя пару месяцев он приглашает президента Турции Абдуллу Гюля в Ереван на матч отбора чемпионата мира. Первый в современной истории визит турецкого лидера в независимую Армению назвали футбольной дипломатией. Это отсылка к дипломатии пинг-понга, когда серия товарищеских матчей по настольному теннису между сборными США и Китая внезапно открыли дверь к нормализации отношений после 20 с лишним лет полной изоляции. То, что Гюль точно приедет, стало ясно в тот момент, когда на стадионе Гряздан в ускоренном темпе начались ремонтные работы. Ожидания дипломатического чуда были настолько велики, что власти начали ремонтировать заржавевшую железную дорогу от Гюмри прямо к турецкой границе. Ради так называемой дипломатии с груди футболистов сборной Армении убирают Арарат. Официально это назовут ребрендингом, но фактически все понимают. В будущем руководство ФФА назовет это решение ошибкой, извинится, а Арарат вернется. 6 сентября 2008 года, утро перед матчем. В Ереван прилетает президент Турции Абдулла Гюль. В новостях этот визит искусственно накачивают словом «дружба» и «нормализация». Но на улицах вполне адекватная картина. Кортеж Гюля встречают жесткими акциями протеста. Но самый сильный образ того вечера ждал нас на легендарном Гряздане. 30 тысяч на трибунах, ложа почетных гостей, Сарксян и Гюль сидят рядом, а между ними и стадионом броня, пуленепробиваемое стекло. Политики сидели в герметичном аквариуме, и в первую очередь он был нужен, чтобы Гюль ничего не слышал, когда заиграет их гимн. Понятное дело, что никакой музыки там слышно не было. От сборной требовали не победы, а не испортить праздник дипломатии. Сложно бегать с утяжелением, а здесь бутсы словно наполнили политическим свинцом. Как итог, поражение 0-2, но зато рекорд по телевизионным просмотрам в Армении. Эту игру посмотрело больше народу, чем финал Евро или Евровидение. Спустя год уже армянский президент летит в Турцию на дипломатический футбол. Счет такой же, 2-0 в их пользу. Стороны с помпой подписывают тюрихские протоколы, бумаги, которые должны были открыть границы, но они так и останутся лежать в столах. Дипломатия провалится, а ржавые поезда из Гюмри пока что никуда не поедут. Мхитаряна в сборной больше нет. Те, кто винил футбольное руководство, со временем направили претензии в том числе к самому Генриху. Оставим оценки в стороне, вопрос здесь проще. Должен ли Генрих Мхитарян быть в составе Армении в таких матчах? Безусловно. Его партнер по Интеру Хакан на поле, да еще и с капитанской повязкой.
Это была новая, молодая Армения, 22-летний Спиртян в роли опытного товарища. Ведь Степе Макарчану 20, а Раносу и Арутюняну по 19. Главный тренер украинец Александр Петраков, человек, который точно знает, что такое принципиальность противостояния. Но знание это, наверное, скорее связано с жизненным опытом, потому что с точки зрения футбола и тренерской карьеры, наверное, этот матч и стал самым принципиальным. Дебютная игра в марте в Ереване. Мы забили первыми, выдали равный бой, но проиграли 1-2. У Петракова на подготовку была всего неделя, а Угачукву Иву, Наирти Князян и Георгий Арутюнян впервые сыграли за сборную Армении в этом матче. Вряд ли само по себе поражение стало катализатором, скорее то коллективное чувство, которое помогло не рассыпаться против намного более грозного и сильного соперника. Щелчок дефибриллятора, и Армения в Кардифе разносит Уэльс, а затем побеждает Латвию. Эти победы стали необходимой броней к сентябрьскому выезду в Турцию. Сентябрь 2023. Город Эскишехир. Полный, абсолютно враждебный 32-тысячный стадион. Весь первый тайм турки играют с ощутимым преимуществом, мы отвечаем редко, но остро. У Турции получаются забросы за спину, но есть проблемы с завершением. Армения компенсирует недостаток сыгранности полным отсутствием жалости и к себе, и к сопернику. — 49-я минута. Спиртян на Тикнезяна. Тики простреливает. Ранос запутал одного защитника, второй запутался сам, и Артак Дашян вколачивает мяч в ворота. 30 тысяч человек молчат. Этот звук, вернее его отсутствие, стоит многого. Здесь было все. И настырность 33-летнего Дашьяна, и правильный прострел Наира, и капелька удачи. А главное, все началось с чистейшей футбольной эстетики от Спиртяна и Силараяна. Ну а дальше этап выживания. Угачукву Иву выдает один из лучших матчей в карьере. 5 чистых отборов. Он буквально съедает и пространство, и соперника. Вараздат Ароян вышел с повреждением и бился так, что это было одновременно больно и прекрасно. А на воротах Огнен Чанчаревич, абсолютный герой матча. Тащил мертвые мячи и тянул время так мастерски, что даже эксперт в этих вопросах, итальянец Орсато, не дал нашему вратарю вторую желтую. Трибуны его возненавидели, ну а мы полюбили по-настоящему. Концовка, 88-я минута, Огнен снова героически выскочил, но в этот раз не хватило. 1-1. Армения была в нескольких минутах от величайшей победы на выезде. Не случилось. В 2008-м команда вышла на поле с политическим заданием не испортить чужой праздник. В 2023-м наша сборная билась за себя и свой народ. Расстояние между этими установками ровно такое же, как между унижением и достоинством. Именно поэтому, когда в начале ролика я говорил про нашу молодежку до 19 лет, выигравшую ничью после 11 поражений подряд, я говорил не о спортивной сенсации. Есть невидимая нить, которая тянется сквозь поколения. 2008, 23, наши дни, разные люди, разные эпохи, но когда Армения выходит на поле против Турции, что-то щелкает. Должно щелкать. Состав 2008-го — это воспитанники ереванских клубов, преимущественно играющих во внутреннем чемпионате. В 23-м ситуация практически обратная. Но разве в этом суть? Идентичность — это паспорт. Его можно получить при рождении, можно заработать, а можно выдать самостоятельно себе. А вот армянство — это то, что ты с этим паспортом делаешь. Куда ты с ним идешь, насколько далеко заходишь в этот бой.
В общем, это не статус, а движение. Движение, в котором ты имеешь право оставаться собой. В том числе имеешь право помнить и требовать. Проиграть совсем не стыдно. Стыдно быть декорацией на чужом празднике. Болейте за своих и оставайтесь в бутсах. До встречи.